Забыли пароль на iPhone? Вводите наугад, а время блокировки только растет? Спокойно, без паники. Сегодня покажу единственный рабочий способ, как сбросить пароль и разблокировать iPhone с помощью компьютера. Друзья, но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Будет очень приятно. Ну что ж, усаживаясь поудобнее и поехали. Внимание! Все данные на iPhone будут удалены, но вы сможете их вернуть из облака. А как это сделать, я покажу позже, поэтому смотрите видео до конца. Итак, для того, чтобы сбросить пароль на iPhone, нам понадобится три вещи. Первое – это оригинальный кабель. Это важно для стабильной прошивки. Второе – компьютер. Если у вас Windows, мы должны установить Apple Devices. Как это сделать, я сейчас покажу. А если у вас Mac, вам нужен только Finder. И третья вещь, которая нам нужна, это знание аккаунта Apple, чтобы активировать iPhone после сброса. А если вы не знаете свой аккаунт Apple, смотрите вот здесь, будет ссылочка, что делать в таком случае. Итак, если у вас компьютер с операционной системой Windows, открываем любой браузер и в поисковой строке вводим Apple Devices или устройство Apple. Это бесплатное приложение от Microsoft. Вот оно. И нажимаем «Скачать». После того, как приложение скачалось, устанавливаем устройство Apple. И запускаем. Вот. А теперь главный секрет. Как сбросить пароль на iPhone с помощью компьютера и приложения устройства Apple. Просто подключить кабель к iPhone и компьютеру этого мало. Нужно перевести iPhone в режим восстановления. А как это сделать, смотрите внимательно, сейчас покажу. Первое, что мы делаем, это выключаем iPhone. Любой iPhone, будь то iPhone 7 или iPhone 5. У меня в руках iPhone 14 Pro. Поэтому я нажимаю кнопочку блокировки, включения-выключения и кнопочку увеличения громкости и выключаю iPhone. Есть. Теперь подключаю кабель к компьютеру. Подключил. Здесь пока к iPhone не подключаем. Смотрите, что мы должны сделать. На iPhone 8 и новее, у меня iPhone 14 Pro, я должен зажать кнопку включения-выключения, то есть вот эту кнопочку, кнопку блокировки, зажать и держать. И параллельно подключать iPhone к компьютеру. Ну что ж, зажимаю и подключаю. Вот, зажал и здесь подключаю. Это самый важный этап. Нам нужно держать кнопку, пока на экране не появится значок компьютера и провода. Вот теперь можно отпустить вот эту кнопку. Отпускаю. В приложении устройства Apple появится окно «Возникла проблема с iPhone». И здесь есть выбор «Обновить» или «Восстановить». Мы нажимаем «Восстановить». Здесь нажимаем «Восстановить» и «Обновить». Идет скачивание программного обеспечения. Так как у меня оно скачалось раньше, у меня уже идет извлечение ПО. Вы должны дождаться, пока скачается программное обеспечение для вашего iPhone на компьютер. Поэтому убедитесь, что на компьютере есть свободное место. Обычно программное обеспечение скачивается на диск C. Так что проверьте, есть ли свободное место на вашем компьютере. Последние версии прошивки занимают около 10 гигабайт памяти, так что будьте внимательны.
Если у вас iPhone 7 или 7 Plus, мы аналогично выключаем iPhone. Есть. Затем подключаем кабель к компьютеру и готовимся подключать сам iPhone к компьютеру. Но еще раз говорю, если у вас iPhone 7 или 7 Plus, мы должны перевести устройство в режим восстановления. Для этого мы зажимаем и удерживаем кнопку уменьшения громкости. Вот она. Должны нажать, держать и параллельно подключать iPhone. Я нажал, держу и подключаю iPhone к компьютеру. Держу кнопку зажатой, пока на экране iPhone не появится изображение компьютера и кабеля. Только тогда можно отпустить вот эту кнопку. Есть. Вот теперь можно отпустить кнопку. Если у вас iPhone SE первого поколения, iPhone 6s или 5s или даже старше, тогда мы должны выключить iPhone, зажать и удерживать кнопку «Домой» и параллельно подключать iPhone к компьютеру. Зажали вот эту кнопочку и подключаем iPhone. Держим кнопку, пока на экране не появится режим восстановления. Это изображение компьютера и кабеля. Акцентирую внимание, что кнопку нужно держать нажатой, пока на экране не появится изображение компьютера и кабеля. Только тогда можно отпускать. Если прошивка качается больше 15 минут, iPhone выйдет из режима восстановления. Он просто включится. Не пугайтесь. Дождитесь окончания загрузки программного обеспечения на компьютер и в конце просто повторите зажатие кнопок еще раз. Для этого выключите телефон, отсоедините провод, потом зажмите кнопочку и параллельно подключайте провод. Держите кнопку, пока не появится режим восстановления. Это компьютер с проводом. Вот он. Ни в коем случае не отключайте iPhone от компьютера. На iPhone восстановлены заводские настройки и выполняется перезапуск устройства. Пока не отсоединяем iPhone от компьютера. И да, ребята, если у вас есть проблемы со скачиванием программного обеспечения на компьютер, так как я уже говорил, проверьте, есть ли свободное место на компьютере. Это первое. Также используйте оригинальный кабель. Если не получается, подсоедините к другому разъему. Также желательно отключить брандмауэр на компьютере и антивирус. Готово. Теперь iPhone чист как из магазина. Друзья, если помог, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Будет очень приятно. Ну что ж, теперь мы настраиваем все как на новом iPhone. Выбираем язык, выбираем страну. Здесь нажимаем продолжить. Настроить без другого устройства. Обязательно подключаемся к Wi-Fi сети. Я уже подключился. Вводим логин от своей учетной записи Apple. А также вводим пароль. Face ID можно настроить позже. Код-пароль также можно создать позже. И вот здесь один из главных и ключевых моментов, как восстановить данные на iPhone после сброса пароля. На этапе перенос приложений данных мы выбираем из резервной копии в iCloud. И нажимаем «Продолжить». Вводим пароль. Здесь нажимаем «Принять». Идет вход в учетную запись Apple. Теперь у нас есть возможность выбрать резервную копию. Нажимаем «Показать все копии». Смотрим по дате и выбираем копию. Я, например, выбираю 10 мая. И нажимаю «Повторить настройки». Нажимаю «Продолжить». Есть. Идет восстановление данных из iCloud. Вуаля! iPhone восстановлен. Face ID настроим позже. Код-пароль также не будем пока использовать. Ну что ж, проверяем, получилось ли у нас сбросить пароль. Есть. И как видим, данные восстанавливаются. Друзья, теперь вы знаете, что делать, если вы забыли пароль на iPhone.
С этим видео вы можете легко сбросить пароль и разблокировать любой iPhone. Ребята, если я помог, обязательно поддержите меня лайком и нажмите на колокольчик под этим видео. Буду очень благодарен. Ну что ж, с вами был IT Dog. Всем желаю удачи и пока-пока.